те, кто стоит у руля, вот это люди, а мы не люди. Меня, видно, его стройка зовут. Как же это так? Ума нет у него, вообще ума нет. Я о совести не говорю. Неужели один человек не послушает столько народа? Я стою на огромный, высотой с многоэтажный дом, вонючей кучей мусора. Это закрытый полигон в Московской области. За последние годы подобные свалки, отравляющий воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, и землю, на которой мы живем, выросли почти в каждом регионе страны. Эти свалки росли каждый день, потому что власти годами не занимались проблемой бытового мусора. Им просто было не до этого. Пока нам рассказывали о боях под Донецком и под Дамаском, о политических интригах в Брюсселе и Вашингтоне, жители Александрова, Волоколамска, Орла, Серпухова, Челябинска и многих-многих других городов России просто задыхались от вони. Меня зовут Роман Анин, я редактор «Важных историй», нового медиа, которое основали журналисты-расследователи. Мы не приемлем цензуру и новости, лишенные смысла. Мы объединились, чтобы делать только те истории, которые, как нам кажется, важны для вас, и которые, как мы надеемся, помогут вам лучше понять, что происходит в стране и как эти события влияют на вашу жизнь. Сегодня наше расследование о проблеме, которая касается буквально каждого жителя России. О мусоре. Мусоре, который, с одной стороны, стал одной из самых острых социальных проблем страны, а с другой превратился в настоящую золотую жилу для приближенных к власти. Мы расскажем об истинных и порой скрытых за далекими офшорами бенефициарах масштабной мусорной реформы России. О нескольких влиятельных кланах друзей президента Владимира Путина, которые поделили между собой весь мусор России, чтобы собрать со всех нас сотни миллиардов рублей. В течение 2 лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. И за 6 лет все оставшиеся. Мусорная реформа делает отрасль прозрачной. До сих пор здесь было много криминала. Мусорная реформа стартовала в России 1,5 года назад. В отличие от многих других реформ нашей страны, ее наступление, безусловно, заметил каждый гражданин России. И дело не столько в новых баках для раздельного сбора мусора, сколько в платежке за ЖКХ, где появилась новая строчка – вывоз твердых коммунальных отходов. Например, я за свою квартиру в Московской области плачу 280 рублей в месяц. Примерно столько же платит каждый из вас. В масштабах России речь идет про более чем 200 миллиардов рублей в год. Огромные деньги, которые мы платим за то, чтобы жить в чистой стране. Эти деньги уходят так называемым региональным операторам, специально созданным в рамках мусорной реформы компаниям, которые, по идее, и должны отвечать за вывоз, переработку и утилизацию отходов. Но пока, к сожалению, каких-либо реальных результатов мусорной реформы мы не наблюдаем. И во многом поэтому тысячи людей в Татарстане, Московской области, Ярославской, Архангельской и многих-многих других выходят на митинги против роста тарифов, строительства полигонов и мусоросжигательных заводов. Масштабы и степень запущенности мусорной проблемы в России действительно поражают. По подсчетам Счетной палаты, ежегодно в России образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. 95% этого мусора отправляется гнить на полигоны, многие из которых не отвечают экологическим требованиям. Общая площадь свалок в России составляет около 4 миллионов гектаров. Это как территория Швейцарии. Количество отходов растет каждый год. В Счетной палате подсчитали, что такими темпами уже через несколько лет в России просто не останется полигонов. То есть мы буквально утонем в собственных отходах, если не решим эту проблему. Мы находимся в городе Александрове Владимирской области. Это важное место в истории России. В 16 веке здесь, в Александровской Слободе, находилась резиденция Ивана Грозного. Слобода была фактически столицей Руси, ее политическим центром. Именно здесь Грозный основал печально известную опричнину. Но сегодня Александров известен другим. Город превратился в одну из самых горячих точек на карте мусорных протестов России. И все из-за этой свалки. Этому полигону ровно 40 лет, и он уже давно исчерпал свой ресурс. В 2017 году по иску городского прокурора местный суд даже постановил рекультивировать свалку. Однако за прошедшие 2,5 года свалку не только не закрыли,
Она увеличилась до размеров 10-этажного дома. Вонь от этой разросшейся свалки накрыла не только близлежащие деревни, но и весь Александров. Местные жители даже стали объединяться в группы в различных социальных сетях, чтобы следить за тем, где и в какой части города воняет. Обратите внимание, сообщения приходят каждый день из самых разных частей города. Люди постоянно живут в этой атмосфере смрада. И эта свалка не единственный объект во Владимирской области, на который власти Москвы планируют вывозить мусор. В течение следующих 10 лет, согласно схеме обращения с отходами, Москва будет отправлять во Владимирскую область около 1 миллиона тонн отходов ежегодно. Если средняя грузоподъемность мусоровоза составляет около 10 тонн, то речь идет про 100 тысяч мусоровозов в год, или примерно 274 мусоровоза в день. Просто представьте это количество грузовиков. Нежелание властей закрывать полигон привело к массовым протестам местных жителей. В конце прошлого года на митинг против этой и других свалок во Владимирской области пришли несколько тысяч человек. Рекордное количество для этих мест. Перестаньте говорить нам с экранов о Украине, о Сирии. Уделите время нашим экологическим проблемам. В середине марта этого года, в день всероссийского экологического протеста, жители Александрова снова собрались на массовый митинг. Мы и наши дети дышим сейчас вот этим вонючим воздухом со свалки. Мы защищаем право тех, кто еще не родился, но кто унаследует эту землю после нас. Это было обычное поле сельхозназначения, там нету ни мембран, ничего. Этот фильтрат вот сейчас, он вытекает в лес. Просто лес этот уже гибнет, это идет сквозь болото в воду, мы уже не знаем, что мы пьем. У нас онкология здесь как насморк. У меня несколько друзей за 3 года умерло, моих близких товарищей. Страшно было и в Афгане. Я воевал в Чечне, в Грозном, в 1994 году. Там тоже было страшно. Но мне сказали, надо свою родину защищать. Я ее защищал там. А сейчас я понимаю, что если мы не защитим, что же, у наших детей нет перспективы вообще? Что они как изгои какие-то здесь, что, понимаете? Реально надоело. Живем рядом, деревня Афанасьева. Раньше приезжали набраться здоровья, подышать свежим воздухом. А сейчас невозможно этого делать. Вот с детьми, с маленькими ездим. Они говорят, фу, чем воняет. Очень обидно, что власть не помогает в этом. Процесс заваривания города мусором. Нужно двигаться дальше. Я живу в Карабанове, и свалка на мою жизнь особо не влияет. Но так как я русский человек, и это моя родина, понимаешь, тогда влияет. Понимаешь, очень здорово влияет. Мои знакомые болеют раком. И вот сейчас у меня друг умирает. Вот это влияет. И моя ученица первая вообще умерла в 34 года от рака. Вот это влияет. Сереж, ты не замерз? Нет. Ну, прямо известно, знаменитый спец. Я не спорю. Это нормально. Вот мой ученик, да, Санек? Саня хорошо сказал. Прямо умница. Сухую плохо идет. Все. А что делать, если власть не закроет свалку? Власть должна быть для людей и за людей. Если власть не для людей и не за людей, да, ну нужна нам она такая. КамАЗы из Москвы везят отходы, да только им сюда проехать не судьба. Стоят стеной простые люди из народа, но не надейтесь, не расступится стена. Из-за того, что местные власти не реагировали на требования жителей, они были вынуждены организовать народный патруль. Это блокпост, на котором каждый день по 24 часа дежурят местные жители и проверяют документы у каждого мусоровоза. На свалку пускают только те грузовики, которые везут местный, владимирский мусор. Здесь дежурят ветераны войн в Афганистане и Чечне, а сочувствующие горожане привозят им горячие напитки и еду. Участники народного патруля стали настоящими местными героями. Свой блокпост они по-военному называют «передовой». Как давно вы здесь стоите? С 22 февраля 2020 года Народный патруль ведет круглосуточный контроль. В снег, в дождь. Люди сами хотят здесь быть, но по возможности не могут. У кого-то маленькие дети там, но все всегда говорят, что мы с вами. Видите, вы курочку привезли. Спасибо людям. Вот вы сами сейчас видите, да, как люди убирают с одной стороны дороги на другую, да, чтобы наша палатка не была привязана к их блокам. Но мы как-нибудь их закрепим, и все равно будем здесь стоять в любом случае. Нас отсюда не выгонишь. Воздух
вода, земля отравлена, в лесу пакетами все завалено. Давайте дружно заставим эту власть убрать свалку с города Александрова. Но главным народным героем здесь стал дед Миша. Он живет возле этой вонючей свалки. Ему почти 90 лет. В Великую Отечественную войну он подростком сражался в партизанском отряде в Беларуси. Несмотря на свой возраст, дед Миша каждый день старается быть на блокпосту. Скажите, сколько вы здесь живете? 40 лет уже почти. До 90-х годов я работал, а потом на пенсию ушел. Нам рассказывали, что вы в партизанском движении состояли. Ну так я войну все прожил, боже мой. Я сам из Беларуси, из Гомельской области. Как давно начались проблемы со свалкой? 3-2 года тому назад. И незаметное было, и запаха не было такого. А вот последние 2 года, летом особенно, дышать невозможно. Вы на этот блокпост нам рассказывали, каждый день приходите? Да, утром, вечером, ну круглые сутки там дежурим. Так иногда так задымит этим газом, что невозможно просто уже. Я хотел письмо президенту написать, да съездить, отвезти ему, чтобы уже дальше невозможно. Но я бы поехал, отвез. Вы думаете, он поможет? Ну, должно же помочь, если и президенту написать. Неужели один человек не послушает, столько народу сегодня было? 1000 человек. Я не знаю. Ну, как же это так? Ума нет у него, вообще ума нет. И я о совести не говорю. Дед Миша не единственный, кто надеется, что президент решит проблему свалки. На помощь Владимира Путина надеются и другие жители Александрова. Мы просим вас помочь защитить конституционные права граждан Александровского района на жизнь и безопасную среду обитания. Но, к сожалению, нам придется разочаровать жителей Александрова. Царь-батюшка 21 века на этот раз вряд ли поможет. Потому что на этой вонючей свалке, как и на вывозе миллионов тонн отходов из Москвы сюда, в Владимирскую область, зарабатывает один из самых близких соратников президента. Друг его юности, ставший долларовым миллиардером за те 20 лет, что Владимир Путин управляет страной. Сейчас будем зашивать. Уроки труда, кстати, пригодятся из школьной программы. Пациенту какую нужно взять иголку? Наверное, среднюю. Дружище, извини, дезинфицировать тебя ничем не могу. Нет ни одного санитайзера в городе. Давай. Ей. И приступаем к операции. Слушайте, я, честно говоря, не той профессией, мне кажется, занялся. Смотрите, как у меня замечательно все получается. Ну, пожалуй, хватит. Прости, пожалуйста. Мы находимся в Пресненском районе Москвы. Это самый центр столицы. Для того, чтобы понять, кто зарабатывает на этих потоках мусора во Владимирскую область, мы решили провести небольшой эксперимент. Для этого в эту мягкую игрушку мы вшили мой старый разбитый телефон, который я и так собирался выбрасывать. На этот телефон мы установили приложение для отслеживания маршрута. С его помощью мы пробуем понять, кто заберет эту игрушку и куда она приедет. Ну, Бобик, не подведи. Мы написали небольшой компьютерный скрипт, который автоматически входил в приложение и каждые 5 минут обновлял местоположение нашей собачки, которую мы назвали Аркадием. Первой точкой на пути Аркадия стал мусорный контейнер, в который мы его положили. Затем Аркадий оказался уже на Звенигородском шоссе, значит, его подобрал и повез мусоровоз. И так, обновление за обновлением мы следили за путешествием нашего бесстрашного разведчика. Пока в итоге он не приехал по адресу Сигнальный проезд 37Б. Этот московский адрес хорошо знаком жителям Александрова и особенно участникам Народного патруля, которые круглые сутки караулят на блокпосту у свалки. Попросили остановиться первые грузовики и вызвали сотрудников ГИБДД и участковых, чтобы они изъяли документы и засвидетельствовали. И действительно, там было написано, откуда было исходно выпущен этот мусор. Город Москва, Сигнальный проезд. Это какая станция? Вот, Сигнальный проезд. Сигнальный проезд.
А давайте съездим за ним, посмотрим, как это все выглядит в натуре. Ну вот он заходит. Мы тоже туда типа сделаем вид, что заходим. Посмотрим, вот сигнальный проезд. Дом 37Б. 37Б. Воняет здесь знатно. С момента, как участники народного патруля перекрыли въезд на свалку для московских грузовиков, ни один мусоровоз из столицы не заехал на полигон. Поэтому и нашего Аркадия отвезли не во Владимирскую область, а в район города Егорьевска Московской области, возле которого недавно построили крупный комплекс по переработке отходов. Здесь, спустя несколько дней, мы и потеряли связь с нашим разведчиком, успешно выполнившим свою миссию. На сигнальном проезде в Москве, где оказался наш Аркадий и откуда везли мусор на Александровскую свалку, находится большой комплекс по переработке отходов. Он принадлежит компании «Эколайн». Эта же компания занимается вывозом мусора в нескольких районах Москвы. У «Эколайна» есть дочерняя структура, которая называется «Эколайн Владимир». И именно она с 2017 года арендует участок под Александровской свалкой. Таким образом, на протяжении всей этой цепочки, от опустошения мусорного контейнера в Москве и до захоронения отходов во Владимире, зарабатывают одни и те же люди. И нам осталось узнать их имена. Только запаситесь терпением, потому что собственник «Эколайна», видимо, настолько опасается, что жители Владимирской области узнают его настоящее имя, что спрятался от нас за очень длинной цепочкой зарубежных фирм. Итак, компания «Эколайн» принадлежит российской компании «Лига Транс», а половина фирмы «Лига Транс» принадлежит компании из Гонконга. Она, словно матрешка в матрешке, принадлежит другой компании, на этот раз из Гибралтара. Та, в свою очередь, принадлежит еще одной компании – из Новой Зеландии. И, наконец, когда мы запросили документы из Государственного реестра Новой Зеландии, то увидели в них имя живого человека. Главным владельцем «Эколайна» оказался некий гражданин Великобритании Марк Амельницкий. Я уверен, что имя этого неизвестного человека ничего не скажет ни жителям Москвы, ни жителям Александрова. А между тем, по документам, он один из главных бенефициаров Александровской свалки и вывоза мусора из центра Москвы. Но его имя хорошо известно нам, журналистам, которые в 2016 году работали над Панамским архивом, секретными документами тысяч офшорных компаний, некоторые из которых принадлежали ближайшему окружению президента Владимира Путина. Из этих секретных файлов мы узнали, что Марк Амельницкий всего лишь номинальный директор и учредитель. Услуги таких людей, как правило, используются для того, чтобы скрыть реальных владельцев. Письма и банковские выписки из Панамского архива показывали, что за спиной этого номинального директора из Гибралтара стоял вот этот человек. Это Аркадий Ротенберг, один из самых давних и преданных друзей президента Путина, его спарринг-партнер по дзюдо. Семья Ротенбергов строит дороги, мосты, олимпийские объекты, получает контракты от «Газпрома», взимает плату с дальнобойщиков по системе «Платон», а теперь вот добралась и до мусора. За время президентства Владимира Путина Ротенберги превратились в один из самых богатых и влиятельных кланов России. Они сколотили свое состояние прежде всего благодаря бесчисленным государственным контрактам, то есть на наших с вами деньгах. По нашим подсчетам, мусорный оператор «Эколайн» и связанные с ним компании в ближайшие 10 лет получат от нас с вами более 88 миллиардов рублей за вывоз мусора из Москвы и Московской области. В этом океане бабла есть, кстати, и моя капля. Те 280 рублей, что я каждый месяц плачу за вывоз мусора из своей квартиры, тоже идут им. В этом месте должен был быть комментарий Аркадия Ротенберга, если бы он пожелал что-то объяснять жителям Владимирской области или другим гражданам России. Но он проигнорировал нашу просьбу об интервью. И мы решили показать вам красоты Новой Зеландии, страны, в которой замыкается длинная цепочка компаний-посредников, владеющих свалкой в Александрове. Мы находимся возле деревни Свистягино Московской области. За моей спиной ведется строительство огромного мусоросжигательного завода. До следующего года сюда начнут свозить мусор из Москвы и Московской области. Этот завод будет сжигать до 700 тысяч тонн отходов в год. Массовое строительство мусоросжигательных заводов – еще одна особенность мусорной реформы России. Помимо этого завода в Свистягине, власти нашей страны планируют построить еще 3 таких завода в Подмосковье и 1 в Татарстане. А застройщик этих предприятий и вовсе говорит о необходимости 30 таких заводов по всей России. Эти грандиозные планы указывают на то, что власти нашей страны окончательно выбрали сжигание как главный способ утилизации мусора. В конце прошлого года Госдума даже приняла закон, приравнивающий сжигание отходов к их переработке.
На публичных слушаниях в 2017 году почти все жители Свистягина и окрестных деревень, а также поддержавшие их эксперты из Общественной палаты, Совета Федерации, ОНФ проголосовали против строительства завода. Однако их протесты ни на что не повлияли. Власть предпочла не замечать мнения жителей. Вернее, вообще отказалась признавать существование людей в этом месте. Мы готовимся к строительству мусоросжигательных заводов вместе с корпорацией Ростех. Для этого мы готовим необходимые участки, которые удалены от населенных пунктов. Там не живут люди. Это все было построено на ровном месте. Вот в 92 году, когда нам дали участки как ветеранам вооруженных сил, а особенно чернобыльцам, согласно закону о социальной защите граждан, подвергшихся радиации при ликвидации аварии. В Чернобыле я был в самой опасной зоне. Все построено было на ровном месте, на свои кровные. Все это было вложено сюда, все это было хорошо до того, как мы не узнали, что у нас будет завод. Завод сейчас от меня видно его, стройка завода. Пойдемте. В пределах 800 метров. Видите, вот конструкции завода. Ну, я представляю интересы жителей. Вот, я являюсь старостой деревни Свистягина. Можно назвать эту деревню такой деревней чернобыльцев? Чернобыльцев, ветеранов вооруженных сил, ветеранов труда. Ну, героев-полярников. Да, героев-полярников. Вот тут вот, сидит. Представитель нашей деревни, я хотел сказать, славной деревни, но после того, как здесь стал строиться завод, вот, забытой Богом деревни, будем так это говорить, нас никто не слышал. И только после того, как мы перекрыли дорогу на переходе, водители, когда узнали, за что мы боремся против мусоросжигательного завода, некоторые даже сказать, а вдруг у нас такое случилось. То есть водители, вот простой народ, все поддержали. Милиция, когда приехала, ребята говорят, надо нам движение открыть. Давайте хотя бы так договоримся. Вот 5 минут, говорит, вы нам даете, а потом опять переходите. Даже вот я говорю, что простые-то люди, они даже при власти, и то все понимали, за что мы боремся. Скажите, а жителям деревни поступали какие-то угрозы или какое-то давление? У нас товарищ вот здесь ехал по дороге, его остановили. Потом ему взяли, порезали все 4 колеса и поставили бутылку с бензином, это уже в деревне, на капот. Заведено было уголовное дело. По уголовному делу никаких результатов нет. Это, я вам скажу, крупные нарушения. Граната. Одному из наших активистов дома, который проживает в Степанщине, дрова взяли, подложили гранату. На меня с кулаками лезли. Вот. Это уже мы так, знаете, не считаем. То есть получается так, что мы не люди. Потому что люди – это только те, кто стоит у руля, которые, так сказать, зарабатывают деньги и состоят в Единой России. Вот и все. Вот это люди, а мы не люди. Скоро 84. Мне стыдно, что я 40 лет проработал всю жизнь. И не дам возможность детям своим, не говоря уже о внуках, жить в нормальных условиях. Против мусоросжигательного завода протестуют не только жители Свистягина. Во всех местах, где запланировано строительство этих предприятий, люди выходили на митинги и блокировали подъезды техники к строительным площадкам. Но дальше всех пошли активисты из Татарстана. Они, вдохновленные успешным опытом сопротивления палаточного лагеря в Шиисе, в конце прошлого года организовали под Казанью свой палаточный лагерь и назвали его «Шиес-2». Но он простоял всего 2 недели. В середине декабря на его ликвидацию пригнали несколько сотен сотрудников Росгвардии, которые провели целую войсковую операцию и довольно быстро справились с пожилыми женщинами. Жители Свистягина, да и других деревень выходят на митинги против мусоросжигательных заводов не по политическим мотивам. Они вообще далеки от политики, но боятся, что сжигание сотен тысяч тонн отходов под их окнами может нанести непоправимый вред их здоровью.
Их мнение разделяют многие российские и зарубежные ученые, предупреждая, что сжигание мусора приводит к выбросу опасных для здоровья человека диоксинов. Строители мусоросжигательных заводов, в свою очередь, приводят в пример передовые европейские страны – Швецию, Германию, Францию, которые строят такие заводы у себя и не боятся. По их словам, современные заводы выбрасывают в 1000 раз меньше вредных веществ, чем их предшественники. Поэтому если старые заводы и представляли вред для здоровья человека, то современные точно нет. Так на чьей стороне правда в этом споре? За строительство всех 5 заводов отвечают 2 связанные между собой компании. Фирма ГК-1 за заводы в Подмосковье, а фирма ГК-2 за завод в Татарстане. Крупными долями в обеих из них владеют 2 человека – Андрей Шипелов и Сергей Скворцов. Оба считаются людьми из окружения Сергея Чемизова, который служил вместе с Владимиром Путиным в Восточной Германии и даже жил с ним в одном доме. В прошлом году модный журнал «Татлер» называл жену Скворцова Юлию подругой семьи Сергея Чемизова. В интервью журналу Юлия, например, вспоминала, как сын Чемизова слушал и записывал рассказы своей бабушки. Андрей Шипелов, в отличие от других бенефициаров мусорной реформы России, не прячется от журналистов. Когда Шипелов получил наши вопросы, он пригласил нас на интервью на недавно построенный комплекс по переработке отходов под Сергиевым Посадом в Московской области. Синие привозят раздельно собранные из синих баков, серые раздельно собранные из серых баков. Вот это двухконтейнерная система. То есть, вот смотри, здесь разгружаются смешанные, там разгружаются раздельно собранные. Гранату нашли недавно. Визуальный осмотр и легкая сортировка. Вот это знаешь, что такое? Оптический сканер, который распознает 25 фракций. Вот в таком потоковом режиме. Это хвост. То, что нецелесообразно перерабатывать. Вот это в будущем поедет на мусоросжигательный завод. 5 заводов, и во всех местах это точки социального протеста. Мы разговаривали с людьми в этих местах. Люди, в общем, боятся, что эти заводы нанесут вред их здоровью. Что вы можете сказать им в ответ? Я скажу, это неизбежный процесс, который нас будет сопровождать до того момента, пока мы не построим заводы и не сдадим их в эксплуатацию. Вот так же, как с примером, с комплексом по переработке отходов, который я вам сегодня показал. Тоже были протесты, тоже было много людей, перекрывали дороги, нас отчасти ненавидели кто-то. Но сегодня большинство этих людей здесь работает с удовольствием и говорят, да, мы ошибались, мы просто думали, что вы создадите такой же полигон, как был в Кучино, какой был в Ядрово, который был в Воловичах. Вы знаете, когда мы разговаривали с местными жителями, их больше всего оскорбляли 2 вещи. Первое – это высказывание губернатора Воробьева, который сказал, что жителей там нет. И я вас не буду спрашивать, почему он так сказал, это не ваша ответственность. А второе в том, что когда жители попытались получить документацию проектную этих заводов в рамках общественной экологической экспертизы, они этого сделать не смогли, и им потребовалось 2 года судов для того, чтобы эту документацию получить. Закон об экологической экспертизе, все, что требует, мы обязательно сделали и передали. То есть общественные организации получили не только ее в открытом виде, когда она была размещена перед этапом проведения общественных слушаний, она была в местном здании администрации, к ней был доступ обеспечен. Это сделано для того, чтобы тот, кто хочет поучаствовать в общественных слушаниях, чтобы поучаствовал в них как не кот в мешке. Да? Но вы знаете, чем закончится общественное слушание. Мы сейчас об этом поговорим, я знаю, что вас это интересует. Когда начали требовать общественные организации, там как она, МРС, по-моему, да, подала на суд. Самым активным активистом там является товарищ Холкин, который до недавнего времени работал на мусорном полигоне. Просто полигоне, вонючем. Ну, вот в прямом смысле слова помойка. Он, конечно, сейчас рассказывает, что он туда пришел, чтобы его закрыть. Но на самом деле, раньше он был таким вот одним из самых активных мусорных баронов в Подмосковье. Никаких разоблачений, которые они обещали, не произошло. Им нужен был хайп. Это Алексей Холкин, о котором говорит Андрей Шипелов. Впечатление мусорного барона Подмосковья он совсем не производит. Раньше Холкин действительно руководил муниципальным предприятием, на балансе которого находилась Ашитковская свалка. Но, по словам Холкина, ему удалось модернизировать предприятие и свалку закрыли. Сегодня Холкин объединил вокруг себя не только жителей Свистягина, но и многих других деревень, возле которых будут построены мусоросжигательные заводы. Он получал угрозы, его 2 арестовывали. И во многом благодаря именно его усилиям местные жители смогли через суд получить проектную документацию заводов. А для чего вы здесь? Вам разрешение кто-то давал здесь снимать или что-то? А нас не должны звать, мы журналисты. Ну а для чего вы сюда пришли? Зафиксировать процесс передачи документации. Вам кто сказал, что передача будет? Мы сами узнали, потому что мы читаем решение. Это только половина документации. Да, они должны были передать 2 коробки и передали только 1.
Когда активисты получили документацию, они отдали ее на общественную экспертизу ученым. Эксперты озвучили свои первые выводы в середине марта этого года. Сегодня мы обсуждаем результаты первой общественной экологической экспертизы мусоросжигательного завода в Московской области. Вот теперь посмотрим, что творится в нашем заводе. Вот, значит, по проектной документации выброс диоксинов – это 0,36 граммов в год. Но, казалось бы, это мало, вообще говоря. Ну а теперь посмотрим и сравним, что творится в продвинутых западных странах. Германия. Полграмма выбрасывают диоксинов в год все работающие заводы Германии. Наши экологи прогнозируют следующее, что первые вновь заболевшие онкологическими заболеваниями, живущие около заводов, появятся лет через 5. По выбросам это получается самый грязный НЦЗ Европы, потому что ни один европейский НЦЗ от 2300 тонн выбросов он просто не может, скажем, себе позволить. Его тут же немедленно закроют. Ни у кого, чтобы здесь не было никаких иллюзий. Вопрос о вреде мусоросжигания в настоящий момент является закрытым. То есть вот эти дискуссии о том, может быть вредно, может полезно, может еще как. Вот в настоящий момент эти дискуссии закрыты. Пока завод не построен, можно говорить все, что угодно. Но когда завод построен, и мы его строим по лучшим технологиям, мы строим с соблюдением всего законодательства, проведя все экспертизы, которые только возможны, в том числе и международные. Более того, компания, которая вместе с нами участвует и строит с нами этот завод, Hitachi Zosen Mobile, построила в мире 50% всех таких заводов. Есть исторические факты, сколько эти заводы выбрасывают в атмосферу вредных. А сколько будет завод в Воскресенске выбрасывать диоксинов в атмосферу? Слушайте, вот вы сегодня на машине приехали? Да. Машина выбрасывает диоксины? Да, конечно. Выбрасывает. Так вот, я вам скажу, что от дороги, в которой с небольшим движением, среднестатистическим движением, на 10 километров больше диоксинов, чем выбрасывает наш завод в целый год. Ну, а в цифрах это сколько? 0,1 грамма. Я почитал материалы ОВОЗ вчера. В материалах ОВОЗ говорится, что это примерно 0,4 грамма в год. Это верно? Это со всех заводов. 0,1 грамма с одного завода. Как у нас выглядит проектирование вообще всех индустриальных объектов в России? Это особенность России. Всегда ставятся предельные параметры. Не то, сколько завод будет выбрасывать, а то, сколько завод может выбрасывать. Но то, что такие заводы, которые построены по такой технологии, которую строим мы, выбрасывают меньше в 3 раза, чем эти параметры по определенным, по тем же диоксинам, это можно зафиксировать только в момент запуска этого завода. Потому что всегда проектные решения, они делаются у нас в стране. Вот в Европе они делаются так, что сколько заявлено, столько и построено. Когда псевдоэкологи говорят, вот мы взяли, просуммировали, и это больше, чем в Европе, отчасти они правы, потому что это больше, потому что оно на бумаге больше. Готовя это расследование, мы прочитали десятки научных работ о влиянии мусоросжигательных заводов на здоровье проживающих рядом с ними людей. И стоит признать, что многие ученые сходятся во мнении, что близость к мусоросжигательному заводу – это дополнительный фактор риска для здоровья человека. Например, в 2012 году ученые из Института здоровья Карлоса III, это главный исследовательский центр Испании в области биомедицины, провели масштабные исследования смертности от 33 видов рака у жителей Испании, проживающих вблизи мусоросжигательных заводов. Исследование охватывало период с 1997 по 2006 годы. Ученые пришли к выводу, что у людей, живущих в радиусе 5 километров от завода, повышен риск смерти от рака желудка, печени, почек. К похожим выводам приходили ученые из Италии и многих других стран мира. Когда ученые в 2012 году, я знаю это исследование, они изучали как раз заводы, те старые заводы. Там нет ни одного завода в этом исследовании, который работает на котлах 1260 градусов. Давайте остановимся просто на котле. Эти заводы появились уже с 14, может быть, с 11 года, с 12. Поэтому накопленная статистика, которую изучали ученые в этом испанском исследовании, они относились к заводам, которые они изучали в 2012 году, но они изучали заводы, которые работали как минимум 10 лет. То есть это относилось к периоду 2000-х, начала 2000-х годов завода. 97-2006. Правильно. То есть те заводы, которые были построены в начале 2000-х. А заводы с термической переработкой, которые строим мы, начали строиться после 2010 года. Но сколько бы строители мусоросжигательных заводов в России не ссылались на западный опыт, стоит отметить, что в Европе мусоросжигание находится на одном из последних мест в рейтинге способов утилизации отходов. В России в начале мусорной реформы сжигание и захоронение тоже находились на последних местах в перечне государственных приоритетов в области обращения с мусором. Но кто сегодня уже об этом помнит? Жители деревни Свистягино еще до недавнего времени надеялись, что Владимир Путин поможет им остановить строительство мусоросжигательного завода. Но президент России в прошлом году подписал закон,
приравнивающие сжигание отходов к их переработке. После этого у чернобыльцев из Фестягина осталась только одна надежда. Вы знаете, строительство начато. Мы обращались в разные организации. Положительных таких ответов на наши обращения нет. Обращения наши все к президенту не имели какого-то смысла. Мы там на конце деревни даже установили 3-метровый крест. Бог, может быть, нам поможет строительство прекратить. Людей, близких к Сергею Чемезову, можно считать одними из главных бенефициаров мусорной реформы России. Их компании не только строят мусоросжигательные заводы, но и стали операторами вывоза мусора в Иркутской области, в Москве, Московской области и Татарстане. Всего, по нашим подсчетам, жители этих регионов заплатят им более 165 миллиардов рублей за вывоз мусора в течение следующих 10 лет. 18 апреля 2018 года в этом здании правительства Московской области в кабинете 839 прошли необычные торги по выбору регионального оператора вывоза мусора из Сергиево-Посадской зоны. На кону стояло право вывозить мусор из таких городов, как Дубна, Королев, Химки. Победитель торгов получал возможность собрать более 45 миллиардов рублей с жителей этих городов в течение ближайших 10 лет. На участие в торгах было подано 2 заявки. Но дальше произошло что-то странное. Одна из компаний повела себя так, будто бы и не собиралась бороться за победу. В составе своей заявки она вообще не представила никаких документов. Складывается ощущение, что компания просто имитировала свое участие. И на торгах остался только один претендент, который и победил без всякой конкуренции. Ровно в тот же день, в том же кабинете 839, прошли торги по выбору операторов вывоза мусора еще в 2 зонах Московской области – Каширской и Русской. И сценарий почти полностью повторился. А теперь самое интересное. И за победителем, и за проигравшим стоял один и тот же человек. Уже знакомый нам Андрей Шипелов. Зачем кому-то может понадобиться выставлять 2 свои компании на одни и те же торги, спросите вы? А все очень просто. Смысл в том, что проиграть невозможно. Это примерно как садиться играть в карты с самим собой. Только в конечном счете эту игру оплачиваем все мы, когда к нам приходят платежки за ЖКХ. Мы находимся недалеко от Сергиева Посада, это, я так понимаю, Сергиево-Посадская зона регионального оператора. Вы помните обстоятельства, при которых компания выиграла эти торги? Вот Сергиево-Посадская. Да. А вы помните, кто был конкурентом этой компании на торгах? Сейчас уже, наверное, не вспомню. Странное просто обстоятельство. Тогда... Там, по-моему, какая-то фирма, но которая тоже к мусоропереработке имела посредственное отношение. Она принадлежит вам же и вашей жене. Какая? На торгах Спецтранс. На торгах было 2 компании. Растрим МО, который сейчас Сергиево-Посадский. Нет, там была еще одна компания. Не-не-не. Есть 3 зоны. В Сергиево-Посадском было 2 конкурента, Спецтранс и Растрим МО. А в Каширской и в Русской действительно был 3-й конкурент, один из которых даже принадлежит, если я не ошибаюсь, управляющими активами Шувалову. Так вот, в Сергиево-Посадской зоне 2 компании, и обе принадлежат вам. Причем Спецтранс не подал ни одного документа на торги и был от них отстранен. Зачем так было сделано? Я не разделяю Спецтранс и компанию УКРО и региональных операторов, которые мы создавали специально, чтобы участвовать в Московской области в торгах. Но, тем не менее, как бенефициары всегда были мы. Поэтому у нас часто бывает, что на торги мы выводим 2-3 компании. Это зависит от того, какую компанию в лучшем случае дальше будет финансировать банк. Если банк говорит, что мне возможно финансировать Спецтранс лучше, чем финансировать вновь созданную компанию, потому что там есть требования по оборотам, там есть требования по наличию собственной техники. Мы часто выходим в конкурс с 2-3 собственными компаниями, это нормально. Почему? Вы понимаете, что вы не можете конкурировать сами с собой, а если вы не можете конкурировать, значит цена на конкурсе не снижается, а ведь от стоимости регионального оператора зависит тариф. Нет, мы же выходим не для того, чтобы конкурировать с самим собой, мы выходим для того, чтобы конкурировать с другими поданными заявками. Поэтому, когда я выхожу на конкурсную процедуру и вижу, там, 3-й, 4-й тоже подается заявка, я понимаю, что хорошо, там будут при встройке конвертов при проведении открытого конкурса. Я, например, Спецтрансу могу дать команду снизиться ниже, чем вновь организованная компания. Почему? Потому что я знаю, что Спецтранс в банке займет деньги дешевле. А сейчас я специально обращаюсь к жителям Королева, Химок, Истры, Дубны и многих-многих других городов и сел Подмосковья.
Нас, журналистов-расследователей, часто упрекают в том, что мы пишем во всех этих государственных контрактах, которые получают друзья президента, во всех этих торгах и миллиардах рублей, и что все эти наши расследования не имеют якобы никакого отношения к жизни обычных людей. Так вот, возьмите платежку за ЖКХ, найдите в ней строчку «Вывоз твердых коммунальных отходов» и попробуйте представить, что если бы все торги, о которых мы вам рассказали, прошли в конкурентной борьбе, то вы платили бы меньше. Потому что в условиях монополий выигрывают кланы, а люди проигрывают. А в условиях конкуренции все равно наоборот. Мы проанализировали данные 253 торгов по выбору мусорных операторов во всей России. И результаты нашего исследования показывают, что обращаться с призывом заглянуть в платежки стоит не только к жителям Подмосковья, но почти ко всем гражданам России. 210 торгов из 253 прошли без какой бы то ни было конкуренции. В общей сложности компании-операторы получат со всех нас в ближайшие 10-15 лет более 2 триллионов рублей за вывоз мусора. В тройку главных бенефициаров мусорной реформы России, помимо людей, связанных с Ротенбергом и Чемизовым, входит и Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора и нынешнего представителя президента в Северокавказском федеральном округе. Компания «Чайки Хартия» стала оператором по обращению с отходами в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы. Жители этих регионов России заплатят Хартии в течение ближайших 10 лет более 107 миллиардов рублей за вывоз мусора. Компания «Чайки» не только вывозит отходы, но и строит мусоросортировочные комплексы в разных регионах страны, что порой вызывает недовольство местных жителей. Они опасаются, что такие предприятия могут превратиться в новые свалки. Но у властей на мусорный протест один ответ. Вот так, например, летом прошлого года разогнали жителей подмосковного Ликино-Дулева, которые пытались не дать вырубить лес под строительство мусорного комплекса Хартии. Наше исследование торгов по всей стране выявило, пожалуй, главную особенность мусорной реформы России. Во многих регионах страны право вывозить мусор, строить заводы по сжиганию отходов или мусоросортировочные комплексы получили люди, так или иначе связанные с властью. Например, в Оренбургской области мусор будет вывозить компания, созданная всего за год до аукциона. Как мало кому известная фирма, без большого опыта обращения с отходами, смогла получить право вывозить мусор в регионе, где живет почти 2 миллиона человек? Да бог его знает, честно говоря. Кто-то мог бы предположить, что это связано с тем, что зять одного из совладельцев этой фирмы – действующий вице-губернатор региона и член «Единой России». Но мы так не думаем. Скорее всего, просто совпадение, как и во всех остальных случаях. В Нижегородской области вывозом мусора будет заниматься бывший вице-губернатор, которого подозревали в хищении при строительстве. В Воронежской области вывозить мусор будет бывший областной депутат, находящийся в международном розыске. В Амурской области местный депутат «Единой России» с компанией без опыта. В Иркутской области жена бывшего вице-мэра. В Калининградской области родственница местного прокурора. В Краснодарском крае местный депутат «Единой России» и родственники руководителей районов. В Магаданской области депутат Магаданской областной думы. В Новгородской области сын бывшего вице-мэра. В Приморском крае родственники бывшего мэра и вице-мэра. В Республике Коми бывший местный депутат, проходивший по делу о взятке. В Рязанской области бывший мэр и депутат «Единой России». В Сахалинской области родственники бывшего вице-мэра и мэра, который находится в розыске. В Республике Северной Осетии родственники местного депутата «Единой России». В Смоленской области управляющие активами бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. В Ульяновской области компания с одним человеком в штате, основанная сыном губернатора. В Ханты-Мансийском автономном округе местные депутаты «Единой России». В Чеченской республике партнер фонда Ахмата Кадырова. И вот невольно задаешься вопросом, а для чего затевалась эта реформа? Для того, чтобы все эти депутаты «Единой России», родственники мэров и вице-мэров, губернаторов и замгубернаторов, прокуроров и сенаторов, спарринг-партнеров президента по дзюдо и сослуживцы по КГБ получили еще одну возможность десятилетиями собираться всех на сотни миллиардов рублей? На этот вопрос мог бы ответить человек за этой стеной, к которому в своей последней надежде обращали жители Александрова, или участники народного патруля, которые каждый день караулят на морозе на вонючей свалке, или партизан дед Миша, или чернобыльцы из села Свистягино, или многие-многие другие жители России, которые отчаялись достучаться до власти. Но человек за стеной им не отвечал. Ну ничего, мы подождем, он ведь теперь с нами надолго, можно сказать, навсегда.